Плачущая собака внезапно затягивает папу в воду, но он и не подозревал, что это неожиданное погружение приведет его к открытию, которое изменит все. Когда он плыл за своей собакой, он и представить себе не мог, что скрывается в темных глубинах озера. И это шокирующее открытие изменило его навсегда. Безмятежная гладь озера Уиллоу пошатнулась, когда Джейка Томпсона стащил с причала его обычно спокойный золотистый ретривер Макс. Только что он наслаждался безмятежностью утреннего тумана, поднимающегося от воды, а в следующее мгновение уже погружался в ее ледяные глубины. Внезапный удар холодной воды окутал его, лишив дыхания и на мгновение сбив с толку. Когда Джейк вынырнул на поверхность, хватая ртом воздух, его мысли перенеслись на 3 года назад, когда в его жизни произошел похожий, хотя и менее буквальный поворот. В то время он был успешным инженером-программистом в Сиэтле, погруженный в монотонное написание кода на совещаниях, и тяжесть его жизни больше не удовлетворяла его. Он мечтал о таких непредсказуемых моментах, как этот. «Макс, что за чертовщина?» Джейк вынырнул на поверхность, выплюнув полный рот озерной воды. Собака отчаянно гребла в нескольких ярдах от него, скуля и лая с такой настойчивостью, какой Джейк никогда раньше за ней не замечал. Обычно. Ласковые карие глаза Макса расширились от паники. Он прижал уши к голове, продолжая отплывать все дальше от берега. Барахтаясь в воде, Джейк пытался разобраться в ситуации. Плеск воды и отчаянные крики Макса нарушили утреннюю тишину. Джейк лихорадочно соображал, пытаясь понять, что могло спровоцировать столь нехарактерное поведение его верного товарища. За те 3 года, что они прожили на берегу озера, Макс никогда не вел себя подобным образом. А потом появился Макс. Тощий, но потрепанный. Золотистый ретривер появился в его жизни во время одной из первых прогулок вокруг озера. И выглядел он таким же потерянным, каким чувствовал себя Джейк, когда уезжал из Сиэтла. Когда Джейк увидел тощего брошенного пса, ему показалось, что все встало на свои места. Макс стал его постоянным спутником, присоединившись к его новой жизни, полной походов, плаваний и тихого удовлетворения. Но сейчас, когда Джейк плескался в холодном озере, наблюдая, как Макс с отчаянной решимостью плывет к центру, он понял, что жизнь на озере Уиллоу вот-вот снова изменится. Собака, которая символизировала его новый старт, вела его к чему-то неизведанному, к чему-то таящемуся в темных глубинах, способному снова все перевернуть. «Иди сюда, мальчик», — позвал Джейк. В его голосе слышалась смесь беспокойства и растерянности. Однако Макс проигнорировал его, продолжая плыть к центру озера. Собачьи крики становились все более отчаянными. От этого навязчивого звука у него по спине побежали мурашки. Казалось, Макс пытался что-то сказать ему, показать что-то такое, что могла почувствовать только собака. Джейк на мгновение заколебался, обдумывая варианты. Берег был недалеко от него, и логическая часть его мозга убеждала его плыть назад, чтобы выбраться из холодной воды и позвать на помощь. Но взглянув на Макса, который все еще решительно плыл прочь от безопасного места, Джейк понял, что не может оставить своего друга. Страх в глазах Макса, столь нехарактерный для его обычно беззаботного спутника, решил все за него. Сделав глубокий вдох, он поплыл за собакой. Когда они отошли подальше от берега, туман сгустился, закрывая Джейку вид на озеро. Знакомые очертания его маленькой хижины, приютившейся среди сосен, растворились в белой дымке. Вода становилась все холоднее, просачиваясь сквозь одежду Джейка и пробирая его до костей. Над озером воцарилась зловещая тишина, нарушаемая только всхлипами Макса и всплесками от их движения по воде. Чем дальше они плыли, тем больше Джейк начинал сомневаться в своем решении. Его мышцы начали болеть от холода и напряжения, и он не мог избавиться от ощущения, что они плывут в неизвестность. И все же что-то заставляло его продолжать путь. Смесь беспокойства за Макса и растущего чувства, что вот-вот произойдет что-то экстраординарное. Внезапно Макс перестал плыть и начал барахтаться в воде, устремив взгляд на что-то под поверхностью. Джейк догнал его и протянул руку, чтобы схватить за ошейник.
Шерсть Макса была скользкой под его пальцами, а тело собаки дрожало от напряжения или страха. Джейк не мог разобрать, что именно. «Что это, мальчик? Что ты видишь?» Голос Джейка был тихим, почти шепотом, как будто слишком громкий голос мог помешать тому, что привлекло внимание Макса. Он внимательно осмотрел поверхность воды в поисках каких-либо признаков того, что могло расстроить его собаку. Озеро казалось спокойным, лишь легкая рябь расходилась от того места, где они ступали по воде. Вода. Джейк вглядывался в мутную воду, пытаясь понять, что так сильно расстроило его верного друга. Озеро, обычно достаточно прозрачное, чтобы видеть на несколько футов вниз, было темным и зловещим. Рябь от их движения искажала вид, мешая сосредоточиться на какой-либо одной точке. Ранний утренний свет, пробивающийся сквозь туман, отбрасывал на поверхность воды потустороннее сияние. Сначала он заметил тени и случайные движения, похожие на рыбьи, но когда его глаза привыкли к полумраку, в глубине под ним начали вырисовываться очертания. Это было нечеткое, скорее темное пятно в мутной воде, чем различимый объект. Но это, несомненно, было там. Джейк часто заморгал, гадая, не обманывают ли его глаза. В тусклом свете сердцебиение Джейка участилось, его охватила смесь страха и возбуждения. Там, внизу, что-то было, что-то большое и неуместное. Оно двигалось не так, как рыба или другие водные обитатели, с которыми он был знаком. Это было нечто совершенно иное. Форма казалась слишком угловатой, слишком однородной, чтобы быть естественной. Любопытство Джейка достигло пика. Он сделал глубокий вдох и нырнул под воду. Холодная вода обожгла глаза, когда он заставил себя открыть их, вглядываясь в темноту, в поисках источника таинственной формы. По мере того, как он погружался все глубже, давление в ушах усиливалось, а вода становилась темнее. Тяжесть мокрой одежды давалась ему с трудом. Каждое движение давалось с трудом. Когда он уже был готов сдаться и всплыть на поверхность, его рука наткнулась на что-то твердое и гладкое. Неожиданный контакт вызвал у Джейка дрожь во всем теле, смесь удивления и возбуждения. Легкие горели, но он не сдавался, решив продолжить исследование. Он провел руками по предмету, пытаясь оценить его размер и форму. Предмет оказался больше, чем он думал вначале, с острыми краями и прохладной металлической поверхностью. Он перебирал в уме возможные варианты. Могли ли это быть остатки старой лодки? Какое-то затопленное сооружение или что-то более загадочное? Потребность в воздухе стала отчаянной, и Джейк неохотно оттолкнулся от предмета и поплыл обратно к поверхности. Он вынырнул из воды, хватая ртом воздух. Макс все еще был там, барахтался в воде и пристально наблюдал за ним, словно ожидая, что Джейк подтвердит то, что каким-то образом почувствовал пес. Когда они поплыли обратно, хладнокровная логичная часть мозга Джейка, отточенная годами решения сложных задач с кодированием, начала анализировать ситуацию, разбивая ее на управляемые фрагменты. Оказавшись на суше, Джейк быстро вытерся и переоделся в свежую одежду. Тепло в хижине резко контрастировало с прохладой озера, и он почувствовал, что дрожит, когда адреналин от утреннего приключения начал спадать. Макс энергично встряхнулся, разбрызгивая капли воды, и свернулся калачиком перед камином. В голове Джейка роились вопросы и возможности. Что именно он нашел? Как долго оно там пролежало? И самое главное, что ему следует с этим делать? Остаток дня Джейк провел, изучая историю озера Уиллоу, в поисках любых подсказок о том, что может быть скрыто в его глубинах. Его навыки пригодились, когда он просматривал онлайн-архивы, краеведческие сайты и обсуждения на форумах, посвященные этому району. Он не был уверен, что именно искал. Возможно, какая-то зацепка, какой-то намек на то, что скрывается под поверхностью озера. Мысль о том, что он мог бы найти, заставила его кивнуть, отказываясь отпускать. Когда он углубился в прошлое озеро, то наткнулся на старую легенду, которая передавалась в городе из поколения в поколение. Там были смутные упоминания о таинственном событии времен Гражданской войны.
Что-то о грузе, который так и не дошел до места назначения. В большинстве сообщений было мало подробностей, и они списывали это на местный фольклор, на истории, которые любят рассказывать города, чтобы заинтриговать туристов. Но по мере того, как Джейк просматривал разрозненные истории, начала вырисовываться некая закономерность. В легенде говорилось о солдатах конфедерации, перевозивших что-то очень ценное, что-то, что они отчаянно пытались скрыть. Подробности были неясны, но время их затуманило. Джейк не мог отделаться от ощущения, что в этом мифе есть зерно истины. Он откинулся на спинку стула и провел рукой по волосам, обдумывая возможные варианты. Могло ли то, что он нашел в озере, быть связано с этой старой легендой? Эта мысль одновременно будоражила и нервировала. Если в этой истории была хоть капля правды, это могло означать, что он сидел на открытии огромного исторического значения. Когда солнце начало садиться, отбрасывая на озеро длинные тени, Джейк вышел на крыльцо своего дома. Макс стоял рядом с ним. Перед ними раскинулось озеро, спокойное и невинное, в лучах заходящего солнца. Трудно было поверить, что такое мирное место может хранить такие тайны. Джейк провел беспокойную ночь, его сны были полны образов затонувших сокровищ и темных фигур из прошлого. На следующее утро он проснулся рано, горя желанием вернуться к озеру и продолжить свои исследования. Но он знал, что на этот раз ему нужно быть готовым. Во время быстрой поездки в город он приобрел защитные очки и водонепроницаемый фонарик. Инструменты, которые значительно облегчат его подводные исследования. Он был полон решимости выяснить, что находится под водой, даже если для этого придется столкнуться лицом к лицу с неизвестным. В течение следующих нескольких дней Джейк совершил еще несколько погружений к тому месту, где он впервые почувствовал таинственный объект. С каждым разом ему удавалось исследовать немного больше, постепенно складывая воедино форму и размер того, что находилось под поверхностью. Это было пятое погружение Джейка, и с каждым новым погружением в глубины озера он становился все более заинтригованным и встревоженным, чем в предыдущий раз. Предыдущие погружения позволяли увидеть объект лишь мельком. Здесь несколько твердых поверхностей, там угловатый уголок. Но мутные воды озера сохраняли его полную самобытность, окутанную тайной. Развалины. Однако на этот раз Джейк был полон решимости разузнать больше. Когда он приблизился к дну озера, луч его фонарика прорезал поверхность воды, высветив внизу уже знакомые очертания. Он почувствовал, как участился его пульс, когда свет упал на что-то металлическое, тускло-желтое, чего раньше там не было. Сердце Джейка бешено колотилось в груди, когда он подплыл ближе, перебирая в уме возможные варианты. Объект был частично погребен под илом и растительностью, что скрывало его полную форму. Но по мере того, как он расчищал завалы, стала вырисовываться более четкая картина. Его пальцы в перчатках прошлись по краям металла, ощущая остроту углов и прохладную гладкую поверхность, которая казалась неуместной в мире природы. Его дыхание стало прерывистым. По мере того, как он продолжал работать, его движения становились все более судорожными. Он должен был узнать, что это такое. Предмет был большим, размером с сундук, с крышкой, которая, похоже, закрывалась на древний проржавевший замок. Его фонарик осветил поверхность, высвечивая замысловатые гравюры, едва различимые под слоем времени. И затем, когда он смахнул еще один слой ила, он увидел это. Стопка металлических прутьев, поверхность которых тускло поблескивала в тусклом свете. На мгновение Джейк застыл, не веря своим глазам. Неужели это действительно так? Дрожащими руками он отодвинул один из прутьев, удивленный его весом. Он повертел его в руках, и фонарик осветил безошибочно узнаваемый цвет и фактуру золота. Джейк лихорадочно соображал, пытаясь осознать, что он держит в руках. Брусок был тяжелым, гораздо тяжелее, чем он ожидал, и на его поверхности виднелись едва заметные штампы и гравюры, указывающие на его происхождение и, возможно, на его путешествие. Это был необычный металл. Это было золото, чистое, цельное золото. Осознание этого обрушилось на него, как приливная волна, почти ошеломив его. Это было оно,
сокровище, которое ускользало от многих до него, сокровище, которое было скрыто под водами озера Уиллоу более столетия, и он нашел его. Но по мере того, как он осознавал важность своего открытия, становилось все более очевидным и то, что оно означало. Это была не просто находка, это был кусочек истории, реликвия давно минувших времен, со всей значимостью и ответственностью, которая с этим связана. В этот момент Джейк понял, что его жизнь вот-вот снова изменится. Тихое, простое существование, которое он построил для себя на озере Уиллоу, вот-вот должно было перевернуться с ног на голову. Ответственность за это открытие давила на него так же сильно, как золотой слиток в его руке. Джейк понимал, что не сможет сохранить это открытие в тайне. Само по себе историческое значение требовало, чтобы он сообщил о нем соответствующим властям. Но какая-то часть его, которой он не очень гордился, задавалась вопросом, что произойдет, если он сохранит это в тайне и найдет золото сам. Он отбросил эту мысль. Джейк знал, что правильнее всего было бы сообщить о своей находке, но сначала ему нужно было все задокументировать. Используя свой старый цифровой фотоаппарат, Джейк сфотографировал золотой слиток со всех сторон, стараясь запечатлеть маркировку и клейма. Затем он аккуратно завернул слиток в мягкую ткань и запер его в маленьком сейфе, который хранился у него в хижине. Следующие несколько недель прошли в бурной деятельности. Джейк сообщил о своей находке местным властям, которые в свою очередь связались с государственными и федеральными учреждениями. Вскоре тихие берега озера Уиллоу забурлили от активности археологов, историков и правительственных чиновников, прибывших в этот район. Джейк тесно сотрудничал с поисковой командой, и его глубокие знания озера и местонахождения затонувших сокровищ оказались бесценными. День за днем он наблюдал, как ныряльщики поднимали все новые золотые слитки, добавляя их к растущей груди сокровищ. Волнение было ощутимым, и каждая новая находка вызывала восхищенные вздохи у собравшейся команды. Сопоставив эту историю воедино, исследователи подтвердили, что золото действительно было частью груза конфедератов, который был перевезен на север в 1863 году. Золото, по слухам, на значительную сумму предположительно предназначалось для финансирования шпионских операций на территории Союза. Однако план конфедератов провалился, когда силы Союза пронюхали об отправке. Отчаянно пытаясь уберечь золото от попадания в руки союзников, солдаты конфедерации были вынуждены найти тайник, и больше золота никто не видел. С годами легенда о пропавшем золоте конфедератов превратилась в местный миф, о котором шепотом рассказывали в единственной таверне города. Некоторые утверждали, что видели призрачные фигуры, бродившие по берегам озера Уиллоу безлунными ночами в поисках сокровищ, которые им никогда не суждено было найти. Другие говорили о странном сиянии в воде или о жутком ощущении, что под поверхностью скрывается что-то драгоценное, но проклятое. Время от времени приезжие приходили сюда, привлеченные обещанием удачи, но все они уходили с пустыми руками. До сих пор. Джейк оказался в центре бури в средствах массовой информации. Репортеры со всей страны съехались на озеро Уиллоу, желая взять интервью у человека, который обнаружил давно потерянное сокровище. Джейка, не привыкшего к такому вниманию, порой это ошеломляло. Он скучал по тем тихим дням, когда только он и Макс наслаждались тишиной на берегу озера. Но среди этого хаоса Джейк испытывал чувство гордости. Он открыл кусочек истории, который поможет нам лучше понять прошлое. Золотые слитки, которые сейчас тщательно каталогизированы и изучаются, в конечном итоге попадут в музеи, где будут сохранены для будущих поколений. В ходе поисково-спасательной операции был извлечен последний кусочек золота из его водного тайника. Берег озера Уиллоу постепенно возвращался к своему прежнему спокойствию. В конце концов, Джейку разрешили оставить значительную часть золота себе в качестве вознаграждения за поиск. Правительство заявило свои права на остальное и выставило его в музеях, что свидетельствует о скрытой истории озера. Джейк внезапно разбогател, и у него оказалось больше денег, чем он когда-либо мечтал иметь. Благодаря своему новообретенному богатству у Джейка появились возможности, о которых он и не мечтал.
Он мог путешествовать по миру, вернуться в город или купить особняк, где бы он ни захотел. Но стоя на крыльце своего маленького домика с Максом у ног, на фоне заходящего солнца, над озером Уиллоу, он понял, что у него уже есть все, что ему нужно. Вместо того, чтобы кардинально изменить свой образ жизни, Джейк решил использовать свое богатство, чтобы вернуть деньги обществу, которое стало его домом. Дом. Он основал фонд по сохранению озера Уиллоу в окружающей его дикой местности, чтобы будущие поколения могли наслаждаться его красотой так же, как он. Однажды вечером, сидя на причале и наблюдая, как Мак радостно плещется на мелководье, Джейк размышлял о том, какой странный поворот приняла его жизнь. Из измученного городского жителя он превратился в довольного жизнью жителя озера, а теперь и в случайного искателя сокровищ, превратившегося в защитника природы. Путешествие было неожиданным, полным неожиданных поворотов, которые он никак не мог предвидеть. Он улыбнулся, вспомнив, как все началось с того, что Макс затащил его в озеро тем туманным утром. «Послушный, Макс, хороший мальчик», — сказал он, почесывая пса за ушами. «Лучший охотник за сокровищами, о котором только можно мечтать». С довольным вздохом Джейк вошел в свою каюту, Макс следовал за ним по пятам. Завтрашний день принесет новые приключения, новые испытания и новые возможности по достоинству оценить жизнь, которую он обрел здесь, на озере Уиллоу. И что бы ни случилось, он знал, что готов встретить это лицом к лицу со своим верным товарищем, который будет сопровождать его в уроках озера. Вы когда-нибудь переживали момент, который полностью изменил ход вашей жизни, как неожиданное открытие Джейка на озере Уиллоу? Что бы вы сделали, если бы оказались на месте Джейка? Сообщили бы вы об этом или оставили при себе? Поделитесь своими мыслями и опытом в комментариях ниже и поблагодарите за то, что присоединились к нам в этом увлекательном путешествии.